Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, мне, во-первых, прилетел челлендж, довольно-таки интересный челлендж, но о нем я, наверное, расскажу тогда, хотя, может, и сегодня у меня получится реализовать этот челлендж. Короче, челлендж... Вот это заговорился в самом начале. В общем, прилетел челлендж с заказом на рыцарей. И полностью рассказать плюсы и минусы рыцарей, соответственно, и какие комбинации можно с ними замутить. Возможно, я сейчас попробую это сделать, а возможно нет. Почему? Потому что я хочу вам показать самого сильного мага в игре. Это Берсерк через кулон магии и посох 3-го тира. Он как раз в этой игре есть. Поэтому я решил сейчас именно Берсерка показать. И тут, понимаете, в чем я сейчас говорю, что возможно получится, потому что в принципе, я могу сделать 6 рыцарей, 6 троллей, а потом просто перестроиться в 6 рыцарей плюс 9 магов. Ну, это надо, конечно, будет огромный уровень брать, но посмотрим. Короче, обещать ничего не буду. Посмотрим, как будет идти игра, и уже от этого оттолкнемся. Правильно? Правильно. Поэтому присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудь поставить свой лайк прямо сейчас. Подписаться, если еще не подписался. Также на мой телеграм подпишись. Ну, а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Итак, как я хочу поступить? Я на самом деле сейчас не знаю, как я буду стартовать. Вообще не знаю. Но, скорее всего, я, наверное, через лустрик пойду. Потому что, ну, на самом деле, здесь и реликвии такие себе. Ну, хорошие, но такие себе. Опять перчатка упала, серьезно? Я ищу вот эту вот палку, а мне перчатка сыпется. Почитал, кстати, комментарий под предыдущим роликом насчет звуков этой доски шахматной. Спасибо, кстати, за фидбэк всем сразу. И если еще у кого-то есть свое мнение, то сразу его выразите, потому что мне это важно, чтобы знать, поменять доску, не поменять доску и тому подобное. Тот, кто уже написал, в принципе, не нужно. Но в целом больше фидбэков никогда не помешает. Так, я беру неактивный кристалл. Блин, я его сразу переработать не могу, ну ладно. 2 бафа людей, Луна пришла. Я, наверное, все-таки на лустрик сяду. Вот что-то мне хочется сесть на лустрик. Жалко, конечно, что это не жрец-тролль пришел ко мне, но... Я просто смотрю на вражеский стол и понимаю, что у них стол намного серьезнее, чем у меня. Поэтому я решил сесть на лустрик. Вот. И еще, ребят, также комментарий там прилетал о том, типа, почему ролики выходят не в 12, типа, как обычно. Ребят, в свои выходные дни после работы я высыпаюсь по полной программе. И если честно, то мне даже впадлу вечером тратить свое время на то, чтобы поставить на рендер ролик и выставить его заранее. Ну, думаю, вы меня поймете, потому что отсыпаться все-таки хочется. Не знаю. Мне легче выспаться и потом, знаете, со свежей головой, все такое, поставить ролик на рендер, ничего не забыть, никуда не спешить, чем вот это вот потом сидеть вечером вялым, пытаться там кнопочки кликать, где-то что-то провтыкать, там что-то неправильно написать и тому подобное. Кстати, ребят, если что, этот контент со старого патча, потому что я записываю несколько роликов в один день, чтобы был как бы запас, да, поэтому с нового патча будет в следующий раз. Пока что вот со старого патча, я ж не могу в будущее прыгнуть, потому что завтра патч выходит, для вас это, соответственно, сегодня, мне тоже получается, не знаю, короче, получится, не получится, но если так, то, скорее всего, послезавтра, ну, короче, вы поняли меня, я записываю заранее несколько роликов, поэтому ролик со старого патча, все, вот так вот и понимаете это. Так, и еще хочу сказать то, что в пятницу в 6 часов вечера будет стрим, поэтому всех жду. Стрим будет по ТФТ. Хочу посмотреть, что там в новом сезоне, что там поменяли. В общем, будет интересно, прикольно. Залетайте. Все. В принципе, добавить больше и нечего. Теперь давайте поговорим, почему Берсерк самый сильный маг, я считаю. Понял, там уже панду сумонят. Почему я считаю, что Берсерк это самый сильный маг? Если собрать его грамотно, то Берсерк со своими топорами будет сильнейшим магом. Вот, условно, какие предметы на него нужно. Кулон магии, посох 3-го тира, бессмертие 5-го тира желательно, конечно, можно и наследие духа огня, конечно, еще. БКБшка, МКБ. И дальше предметы там можно на скорость атаки что-то запихнуть, можно на урон запихнуть. Вот если у вас, допустим, есть кулон магии, есть посох 3-го тира, есть бессмертие 5-го тира плюс БКБ, то можно рапиру сюда запихнуть. Ну и, соответственно, маска 5-го тира. Это вообще лютая имба, потому что хилиться будете нереально, урона будете триллион наносить. Ну и плюс обледенение сверху. Но это обледенение не будет работать, если против вас условно инсектоиды, шаманы, хотя на самом деле берсерк с кулона магии по 9 магами прям жестко разваливает шамана, потому что сразу накидывает им обледенение, и они не могут перевоплотиться. Да, если что, обледенение
ломает немножко шаманов, что они не могут перевоплотиться. Поэтому имейте это в виду. Но все-таки, знаете, я правильное решение принял, что сесть на лустрик. Потому что столы у моих противников жесткие. Еще, кстати, несколько человек тоже село на лустрик. Но мне, в принципе, плевать. Пусть у них будет на несколько фигур больше. Я буду в хорошей экономике. Буду получать нормально так денег. Ну и в целом буду кайфовать. Вот. Почему Берсерк именно сильный? Вот прям нереально сильный. Потому что, во-первых, он кидает свои топоры, а в эти топоры встраивается тычка. Да, написано, что это способность активная, но по факту морскими эта способность не режется. И с помощью этих топоров там урон многократно вырастает. Рекомендую вам всем попробовать этого Берсерка Мага. Уверен, вы будете довольны. Вот. И ему самое главное, ему не нужна мана. И он сам не имеет маны. И он может своими топорами чуть ли не каждый раз кастовать их. И плюс там увеличенный урон идет от этих топоров. То есть, по сути, это тот же самый Эмбер почти. Только у Эмбера есть мана, он летает, и у него есть откаты. Ну и, соответственно, его можно законтрить. А у Берсерка немножко с этим как-то получше, потому что у него способность полупассивная, можно сказать. То есть там есть вероятность, что она сработает. Ну, хоть и там сайленсы душит и всякое такое. Но это плохо работает против Берсерка. Зато Берсерк хорошо работает чуть ли не против всех. Урона у него триллиард. Ну, короче, вы все сами увидите. Единственное, что я расскажу, как все-таки собирать такого вот Берсерка. Я считаю, что если есть аптечка священника, то мы, соответственно, юзаем аптечку священника, идем через лузда, максимально выходим 10-й. И просто быстренько начинаем потом ролиться. Тут мне, кстати, баф людей выпал. Красота. Но я, блин, там есть один тип, который играет через лустрик, и я что-то немного опасаюсь, что он мне сейчас выпадет. Я не буду выставлять баф людей, потому что тут хаотичный договор есть, и я надеюсь, что он мне, конечно, выпадет на 10-м раунде, чтобы я получил еще топовый предмет. А потом я могу уже усиливать свою доску, как хочу, из-за этого хаотичного договора. Есть реликвия талантов, что круто. Мастерская Бума тоже неплохо. И Мамора. В принципе, Мамора подойдет, потому что я хочу тролля максимально быстро сделать 2 звезды. Боже, какой у него тут огромный стол, куча двоек. Хорош. Но хотя бы халявных роллов у него нет. Хоть что-то радует. Рубрика все по 2 начинается, я тебя услышал. Так, выставляем. Держим сейчас кулачки за меня на то, что выпадет хаотичный договор. Ребят, кстати, не пишите мне комментарий. Саня, реализуй охотников в новом патче. Охотники в новом патче, я считаю, что это мусорный. Серьезно. Ему темпларка упала. Не дай бог ему сейчас упадет Мамора. Не дай бог. Он же ее может в этой игре сделать в 3 звезды, если ему упадет Мамора. Ну, если вообще ему повезет, то он ее сделает в 3 звезды. Если не повезет, то будет хорошо. Не, ну то, что ему панда присумонила темпларку, это, конечно, такое. Да. Да, не такое. Неприятное послевкусие во рту. Давай мне хаотичный договор. Я рандомлю. Монетка выпала. Ой, серьезно. Это та реликвия, которую я точно не хотел получать. Я очень надеялся, что мне выпадет хаотичный договор. Очень на это надеялся, но... Имеем то, что имеем. Так, давай кулон магии. Понял тебя, спасибо. Хороший кулон магии, мне нравится. Ставлю тупый лайк. Ну ладно. Бывает. Боже, как ему там сумонят панды. Рыцари собрались уже. Охренеть. Что мне тут при... А он реликвию еще не посмотрел? Что? А чего он реликвию еще не посмотрел? Я, кстати, игру, если что, играю с Марком. Это мой утяжелитель. В комментариях уже смеются, что это не утяжелитель, а что-то другое. Ребят, на самом деле, я же выкладываю более-менее удачные катки. В плане второе, там, третье место выкладываю. Но третье место редко, потому что если третье место это обычно не конкурентная игра, а вот второе место я выкладываю, если это конкурентная и интересная игра. Просто мы с Марком играем, мы же несколько игр играем в день. И получается, у него там есть удачные катки, у меня есть удачные катки. И вот так вот оно получается, то, что либо я его с треском выношу,
либо же он меня с треском выносит, и даже реально нечего вам показать. Потому что ему фартит там нереально, идет нереально. Ну и, соответственно, у меня тоже такое бывает, то, что мне фартит нереально, идет нереально. Ну, думаю, тут вы и так сами прекрасно понимаете. Вот. Моя стратегия сейчас такова. Тупо лустрик, максимально в проигрышах сидеть, чтобы получать максимально кучу денег, потому что вот за 7 лустрик я получаю плюс 3 монетки дополнительно, потому что у меня серия поражений. Поэтому я хорошо себя чувствую. Вот и все. Ну, единственный минус это то, что я только хпшку не экономлю. Вот это вот минус. Но у меня есть жрецы. Если баночки хорошо мне восстановят, то в принципе я особо ничего не потеряю. Вот. Чем быстрее я выйду в 8 либо в 9, я, наверное, на 9 буду ролиться. Потому что на 9 я буду ролиться, как в принципе на 10. А чтобы 10 взять, мне нужно будет еще 64 монеты найти. Короче, я думаю, все-таки я на 9 начну ролиться. И ну его в баню. О, типа не выпал, не выпала Мамора. Ну и слава богу. Но он будет играть через убийц. Это минус, конечно. Еще, кстати, ну, если здесь будет Омник, то я думаю, мне на Берсерке будет довольно-таки тяжеловато играть, если здесь чел на рыцарях получит Омника. Реально будет тяжело против него играть. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что здесь Омника не будет. Почему я так переживаю за это? Потому что 6 рыцарей плюс Омник, они весь мой магический урон могут порезать нереально. Омник дает магическое и физическое сопротивление. Рыцари понижают физический и магический урон. Поэтому, ну, как бы, я думаю, тут прекрасно понимаете. То, что мой берсерк может так не дамажить. Единственный плюс, то, что у рыцарей есть вероятность, то, что сработает эта синергия рыцарей. Вот. Короче, посмотрим. Еще и нежить собирается сверху. В следующем патче такая нежить собираться не будет с 3-звездочных друидов. Потому что, кто вдруг не знает, кто вдруг не в курсе, то в следующем патче очень жестко нерфят пакт мертвецов. И друиды, которые у вас 3-звездочные были, будут перевоплощаться на тир меньше в нежить. То есть у вас вот Фурион в 3 звезды, а будет перевоплощаться вам нежить в 2 звезды. Вот так вот. Это, считаю, жесткий нерв. Переработали охотников, и им сделали просто встроенное МКБ при 6 охотниках, а дополнительная тычка при 9 охотниках. Ну, если честно, я считаю это жесткий нерв охотников, потому что, ну, ты не хочешь играть на охотниках рано, ты хочешь на охотнике играть в лейте. Когда ты вот можешь просто выставить 9 охотников. И то я считаю, что это очень слабо будет. Потому что, ну, по факту ты выставишь 6 охотников, ты получишь, ну, 100% попадание, но толку от этого 100% попадания, если по факту, ну, ты урон не будешь наносить, у тебя не будет урона. А кого керить-то вообще в охотниках? Вот если задаться таким вопросом, кого вообще керить в охотниках? Траксу убили? Или Медуза, которая имеет на 3-звездочная Медуза, которая имеет 180 или 200 урона там с руки? Ну, это ж вообще слезы. Была Тракса, можно было бы с Траксой там что-то поделать, у нее было дохренища урона, ну и то ее убили. Муэрту, ну, ее почти нереально нормально собрать, и реализовать его довольно тяжело, эту Муэрту, потому что она тоже порезанная. Ну, короче, они поубивали охотников, дико их нерфили несколько патчев, и тут они решили полностью синергию охотников переделать, и толку. Переделали, и что теперь? Теперь вообще ханты мертвы. Да. Ой, хорошо, ой, хорошо. Спасибо, бог рандома. Спасибо тебе, бог рандома. Вот это я понимаю, подгон царский. Вот это хорошо. Вот это отлично. Мне бы, конечно, еще усиление найти, чтобы было вообще шикарно. Я, наверное, из магов буду оставлять все-таки агра. Потому что я буду прокастеров оставлять. Так, чуть не забыл одного человека поставить. Так, Кез мне не нужен. Я думаю, агра буду оставлять, потому что Огар... Я говорил, что это один из имбовых магов, один из имбовых саппортов, которые прям много чего могут сделать. Ну, кстати, ладно, монетка, в принципе, мне сейчас... Вот, знаете, сейчас... Блин, извиняюсь, что такая сумбурная мысль пошла, резко перебежал на другую. В принципе, монетка... Неплохая реликвия сейчас для меня. Почему? Потому что у меня деньги есть, и если баночки мне плохо восстановят хпшки, я смогу разменять свои деньги на хпшку. Норм? Я думаю, норм. Сейчас посмотрим, конечно, сколько мне еще баночки восстановят хп. Кстати, ставите на паузу ролик, когда я буду юзать баночки, и пишите в комментариях, сколько я хпшки себе восстановлю. Давайте, не ленитесь. Пару секунд времени, зато ролик продвигается в тренды рекомендации. Так. Блин, у меня, конечно, чел с темпларкой очень смущает.
Он же может сейчас на 20-м получить Мамору и выносить, дай боже, каждому. Так. Да, тут чел на рыцарях будет 100% играть. Но, наверное, знаете, будет играть, раз он Хускара там собирает, то, скорее всего, он будет собирать себе 6 рыцарей и 6 троллей, что будет довольно-таки тоже сильно. Но, надеюсь, он не соберет тролля себе, потому что я хочу его собрать. Мне он нужен, ему он не нужен. Вот. Как я вообще буду реализовывать Берсерка? Я буду реализовывать его через волшебников, потому что здесь есть хорошие легендарки помимо своего Берсерка, то есть Тайдуха, я на него намекаю, да. Это Тайдуха будет очень много чего мне делать. Это контроль, это стан, плюс обледенение будет с 9 магов. Вот, кстати, смотрите, сейчас у меня 9 хп. Ничего себе. Ничего себе. Так, у меня 9 хп, поехали. 12 банок. Да. Беда, конечно, беда. Я очень мало себе хпшки восстановил. А вот сколько восстановил, напишите в комментах. За 12 банок, ну я вообще слезы восстановил объективно. Почти ни хрена не восстановил. Обида. Ладно, давайте поговорим по поводу Берсерка. Как я уже сказал, почему я считаю его сильнейшим магом? Потому что ему не нужна мана на его способность. В его способность топоры встраивается тычка, которая у него есть на текущий момент. То есть, если у него будет 500 урона, эти 500 урона встраиваются в его топоры. Соответственно, с кулона магии посохов 3-го тира это все перемножается. И там дохренища урона от топоров. Плюс топоры огромные. Область действия огромная. Ну и, соответственно, это массовое обледенение. Вот это мне панды сыпятся. Кстати, в комментариях писали о том, что типа Саня, реализуй нефритового генерала, либо Эмбера под кулоном магии с посохом 3-го тира. Ребят, я это все реализую. 100% реализую. Но чуть-чуть попозже, потому что панда это все-таки та сборка, которую, ну, довольно-таки тяжело реализовать, потому что если тебе не идет, то тебе идти вообще не будет. Ну, как-то так. Я, кстати, если что, уже с лустрика слезаю. Хотя, наверное, мне стоило все-таки раунд подождать. Ну ладно, я уже что сделал, то сделал. Что сделал, то сделал. О, плюс 5 хп с баночки, неплохо. Что сделал, то сделал. Уже не вернуть. Эмпресску поставил, я думаю, сейчас и нормально урона буду наносить уже. И я уже буду ролиться все-таки. Я не буду идти в 10, я начну ролиться. Вот. Как собирать берсерка? Кулон магии, посох 3-го тира. Дальше предметы на выживаемость, ну и, соответственно, на урон. То есть на выживаемость. Бессмертие 5-го тира, маска 5-го тира. Можно, конечно, что-то на скорость атаки, но желательно это будет либо Мьёльнир 5-го тира, потому что там же молнии будут активироваться, посох 3-го тира, соответственно, будет умножать урон с этого Мьёльнира, ну и, соответственно, урон с этого Мьёльнира будет огромный, плюс это обледенение для магов, то есть Мьёльнир будет наносить там по 600 урона магического, а это, извините меня, 2 секунды обледенения с помощью 9 магов, поэтому Мьёльнир мы хотим. Ух ты, и яйцо, и это, и то. А нужен ли мне леший? Нужен ли мне леший? Вопрос. Вопрос на засыпку. Нужен ли мне леший? Я думаю, не особо. Я думаю, не особо. Ладно, вот так вот продал, чтобы выйти сейчас. 40 монет плюс. Я думаю, что в действительности мне не особо этот леший нужен. Ну, да, наверное, хрень это будет полнейшая, поэтому не хочу. Но Эмпресс, кстати, нормально с магическим уроном себя чувствует. Так, отмотка времени, божественный дар. Но я хочу все-таки взять реликвию талантов. Ух ты! Блин, я аж извиняюсь. У меня аж горло немножко в шоке. Того, что происходит. Ой, хорошо. Прикиньте, мне 3 топовых героя выпало. 3. Мне надо волшебника еще найти. Два других волшебника надо найти. Так, реликвию талантов активирую. Охренеть, мне пришло за 1 ролл. Давай мне еще, пожалуйста, усиление. Дай усиление. Да не антимага мне давай. Не хочу я на антимаге играть. Это имба, но не хочу. Охренеть!
Охренеть. Так, темпларку продаем. Блин, ну я, наверное, продам все-таки антимага. У меня сейчас, если честно, очень сильный стол. И найду посох третьего тира, то там забей, я вообще разрывать всех и вся буду. И омников 2 звезды найду, вообще будет имба. Вы просто посмотрите уже, сколько урона он вкидывает без посоха третьего тира. Надо 2 волшебника найти других. Ну не морской, ну где мой Леон, где мой Гримтач? Леон нашелся, хорошо. Так, морского продаем, тебя продаем. Не нужен мне леший. Опять морская волшебница. Да издеваешься надо мной. Так, тебя продаем, продаем. Баф людей поставил. Ёперный театр. Так, вместо тебя поставлю. Блин, демон теперь стоит. Да что ж такое? Ну где грим? Как же игра уворает надо мной просто. Короче, агра я собираю не просто так. Огр это имба. Поэтому кто играет через прокасты, собирайте агра. Не ленитесь, это очень сильный герой. Потому что если у вас Тайт или Омник 3-4 раза подряд закастует свою способность, вы увидите такой импакт. Ну дай грима, ну не жлобись. Наконец-то ты пришел, просто. Ух! Так, иди отсюда. Еще лишний волшебник стоял из-за этого, пока искал этого грима. Ладно, у меня сейчас все хорошо. Омника на автопокупку, Тайда на автопокупку. И вот сейчас у меня Огр импакта даст 1 000 000. Вот смотрите, есть вероятность, что у меня Омник несколько раз ультуху закастует. Да, ультуха не стакается, но это плюс хпшка. Ну и, соответственно, Тайд тоже может несколько раз закастить свою ульту. Это прям имба. Ой, по-моему, мне сейчас убийцы вынесут. Надо расстановку будет поменять. Надо поменять. Живи! Держи аптечку! Да, больно. Но этот тип вообще на скиллухе сидит так-то. И вот, знаете, как мы играем через волшебников? Вот, кстати, вы спрашивали, как работают волшебники. Отвечаю. Для того, чтобы у вас волшебники работали с максимальной синергией, да, вот как у меня сейчас, то вам нужно, чтобы была всего лишь активна одна синергия. В данном случае у меня сейчас активны только маги. То есть у меня 3 мага, и, соответственно, это синергия 1-го уровня. Благодаря 3 волшебникам это становится синергия 3-го уровня. Вот так вот они работают. Самое главное, чтобы была только активна одна синергия. Никакая другая не должна быть активна. Только волшебники и только одна синергия, которая вам необходима. То есть там маги, тролли, морские и тому подобное. Я ж не дорассказал еще по поводу Берсерка. Берсерк, я считаю, сильным магом. Ну, ладно, вообще это так смешно звучит. Берсерк сильный маг. Это очень смешно звучит. Просто сама комбинация. Вынес? Или не вынес? Или вынес? Все, помянем. Ах ты супчик, с хаотичным договором сидишь. Зеус. Ок. Ну и дума можно взять. Я вообще бы такой, чтобы пойти в уровень, если честно. Сейчас, если мне посох 3-го тира упадет с 25-го раунда, это вот вообще кайф. Да, я думаю сейчас пойти в уровень. Возьму 10-й, на 10-м начну ролиться. И посмотрим, что от этого будет. Берем имбовый талант на вампиризм, хотя на самом деле без разницы, что я сейчас буду брать. Правильно? Просто пусть мне упадет посох 3-го тира. И вот. Берсерк кастует свои топоры, как вы уже поняли. Встраивается тычка в эти топоры. И там есть только вероятность срабатывания этих топоров. И топора летят очень по большой дистанции, радиусу. Она как впритык вокруг тебя кастуется, так и вдаль, соответственно, кастуется. И все задетые фигуры этими топорами получат, мало ли того, что урон увеличенный, магический, плюс посох 3-го тира, плюс твоя тычка. Там нормально так урон откинется. Плюс, если у тебя 9 магов, там минус 85 магического сопротивления, что еще жестче будет там по урону. Ну и, соответственно, это будет обледенение. А обледенение там будет очень долго висеть. Так, ну мне не нужен здесь шар бездны, мне, в принципе, здесь это все не надо.
Ну, предмет на скорость атаки, в принципе, неплох. Пригодится эта аура. Ну и наследие духа огня я возьму. Я не хочу скипать наследие духа огня, потому что 2 раза у меня берсерк будет перерождаться, 2 раза он будет бить, и, соответственно, он все дебафы с себя скинет после перерождения. Короче, имбовый тоже предмет, вот это наследие духа огня, мы его тоже берем. И вот какие предметы все-таки такого берсерка надо? Если через магию мы играем, то, соответственно, посох 3-го тира плюс кулон, наследие МКБ плюс бессмертие и маска 5-го тира. Но можно, конечно, закидывать рапиру. Все зависит от ситуации. Надо ли вам БКБ, надо ли вам наследие. Но я считаю, что в 90% случаев лучше наследие духа огня взять, потому что дебаф магов будет висеть, если против вас какие-то там не инсеки, не шаманы. Ну и, соответственно, прикиньте, 2 раза вам нужно вот такого вот плотного берсерка задамажить. Ну, вот, посмотрите, у меня сейчас посоха 3-го тира нет, он у меня уже нормально дамажит. Хорошо дамажит. А как я найду посох 3-го тира, там вообще начнется полная вакханалия. Может активировать? Активирую. Так, ну у меня есть предмет на ауру. Если честно, я хочу посох 3-го тира попробовать паролить, поискать. И вот вы спросите... А, Марк тут вообще захотел через ТБшку поиграть, обалдеть. Марк там вообще решил какой-то контент жесткий сделать с ТБшкой. Но это ж не новый патч. В новом патче можно ТБшку будет попробовать с кулоном магии и посохом 3-го тира сделать. Но сейчас это хрень. В следующем патче там усилят тех героев, которые перевоплощаются. То есть ТБшку, собаку, ДК. Они после перевоплощения скинут с себя все дебафы. Это очень жестко на самом деле. Ну, просто смотрите, из обледенения тупо не выпускаю. Жестко? Еще как. И вы вот спросите, каких героев на поддержку берсерку ставить? На самом деле можно 3 волшебника и ставить 3 магов, которые вот тоже неплохо будут смотреться. Можно Тайдуху поставить, можно поставить Зевса всяких. То есть тоже, которые магические урона немножко внесут и тоже обледенение накинут. То есть саппорты. По типу Тайдухи, Омника. Ну вот Тайд Омник это вообще идеально. Можно докинуть сюда инвокера, Зевса будет. Ну, в зависимости от ситуации. Нет такой, знаете, 100% гарантии, что вам нужно поставить. Нужно отталкиваться от ситуации. Вот у меня сейчас ситуация такова. У меня есть Тайд, у меня есть Омник, у меня есть Огр, есть Зевс. И это сильные герои. Все сильные герои. А, кстати, я там не один такой скилловый. Там типа он на рыцарях нашел себе тоже берсерка в 2 звезды. А мне нужен посох 3-го тира. И я надеюсь, что он уже в скором времени мне выпадет. Потому что если он мне не выпадет, я разорву разработчиков в клочья. У него уже там 16 винстрик. Как же я хочу забрать его винстрик? Так, а тут тип с 11 винстрик. Бэм. Бэм. Ну вот просто посмотрите, типы стоят в вечном обледенении. Это тоже хаотичный договор. Тайдухов 2 звезды, здорово. И вот знаете, смотрите, можно сюда докинуть антимага. Но я думаю, лучше всего будет докинуть сюда Дума, чем антимага. Потому что там чел будет играть тоже через берсерка, и он играет через рыцарей. Поэтому я сюда дополнительно докину все-таки Дума. Все-таки как-никак, Дум выключит ему топоры, выключит ему там хп-реген и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому надо ставить Дума. Хоть у меня и много контроля, но надо ставить Думу. Все-таки этот тип может на рыцарях меня нормально так вынести, потому что Омник все-таки в игре есть. Если он найдет себе еще Омников 2 звезды, а не дай бог закинет туда Аганим, то у меня берсерк не будет так много урона вкидывать. Потому что у него рыцари там поглощают магические, физические, и, соответственно, еще и Омник будет резать урон магический, физический. Так, здорово, чел. Ай, безоружие сработал от горна. Вот видите, у меня Тайд раз закастил. Короче, 2 раза только что у меня ультуху Тайд закастил. А, кстати, по-моему, он меня снесет, по-моему. Да, он меня снес. А знаете почему? А потому что у него есть посох 3-го тира, у меня его нет. И все. И делай, что хочешь. Да, я его не снесу. Мне не хватит сейчас урона по нему. Да. Беда.
Да ты угораешь, игра надо мной, или что? Я так понимаю, посох третьего тира у меня какое-то проклятие. Я уже какую игру не могу нормально найти себе посох третьего тира. Жесть. У меня с этим лешим будут проблемы. А еще, кстати, я дурак, я поспешил. Надо было подождать, потому что здесь есть мастерская бума. Ай, ладно. Я просто слишком хочу этот посох третьего тира, чтобы разносить. Но на самом деле, просто оцените, сколько урона у меня. При этом у меня только один кулон и 9 магов. Все. Гнездо. Мамора, насколько я хочу эту Мамору? Что-то и духа идет. Дай мне берсерка. И я тогда 100% беру Мамору. Квапа. Ладно, я понял. По всей видимости, не видать мне еще одного берсерка. Но тут на самом деле огромная конкуренция на этого берсерка. Но я все-таки возьму гнездо Мамора, активирую, выпадет все-таки берсерк, сразу закину его туда. Тут огромная конкуренция на этого берсерка. Все-таки там еще чел собирает на рыцарях. Серьезно? Охренеть. Там у типа на рыцарях 5 берсерков уже. Просто это, если что, воины, ребят. Как я его разорвал. Это еще посоха третьего тира у меня нету. Ну давай, берсерк, выходи уже погулять. Ля, там типу сбили винстрик. Так, яйцо, пригодится, пусть будет. Обидно, что там типу сбили винстрик. Я хотел сбить этот винстрик. Блин, он на самом деле в этой игре может собрать себе берсерка в 3 звезды, и будет печально. Я не знаю, смогу ли я вынести такого берсерка в 3 звезды или нет. Тип на лешем играет, у него посох третий. Но этот тип на лешем будет меня пока что выносить. У меня урона нет. Ну, по нему нет урона. Потому что у него наследие, он перерождается, и обледенение не работает по факту. Как-то так сейчас сделаю расстановку. О, типа там перчатка 5-го тира. Ну ладно, я его не выпустил из-за обледенения. Но если он найдет себе наследие плюс бессмертие, то он, скорее всего, вместо с этой перчаткой вынесет. Блин, а если бы ты ко мне пришел, я бы получил твой винстрик. А так получается что? Пальчик сосу. Наконец-то, наконец-то. Все, сейчас пойдет контент. Там мне тип на этом лешем выносит. Просто это так смешно на самом-то деле. Он поставил сейчас себе 6 богов, но из плюсов у него нет активных предметов. Это самый главный плюс. У него нет там всяких обезоружий, нет цепочек. Ёб твою медь. Там тип нашел бессмертие. Ладно. Окей. Эта игра будет максимально жесткая, судя по всему. Так, теперь какие мне предметы нужны? Мне нужна маска 5-го тира и бессмертие 5-го тира, 100%. Остальные предметы, по сути, у меня есть. Можно, конечно, еще все-таки молнии 5-го тира запихнуть. Либо агоним. Если я берсерка не соберу в 3 звезды, то агоним мне довольно-таки поможет. Но я не думаю, что прям сильно поможет, но... Бессмертие 100% надо. Маска нужна. Наследие у меня есть. Либо что-то на урон в виде рапиры. Либо же... МКБ можно. ЦМ-ку, кстати, оставляю чисто для монорегена, для других героев, таких как Doom, Зевс, Тайд. Ну, чел там сильный, согласен.
И прикол в том, что сейчас Омник, по сути, бесполезный против этого берсерка, потому что он бьет чистым уроном. Но у меня сейчас, по сути, мои топоры наносят 1500 урона, а если по дебафу, то там около 3000 урона они наносят. Ну, только если посох наставить. Так, типочек с бессмертием пришел. Хорошо, обледенение работает, Дум прилетел. Ой, как же я его законтролил. Цепись! Хорошо. Все. Все. Так, сейчас спешить не буду. Потому что я выберу талант. Получу реликвию яиц. Получу уровень. Хотя уже можно поролиться. Омник. Так, ну я делаю омника в 2 звезды, он пригодится мне. Против других он мне точно пригодится. Сейчас надеюсь, что мне полезные предметы выпадут. Мне надо, в принципе, из 4 тира МКБ. А из 5 тира бессмертие и маска. Ну, можно еще рапиру. Но только рапира мне нужна будет тогда, когда есть бессмертие. Без бессмертия рапиру я не буду брать. Меня тогда снесут. Хотя рапира мне даст нереально много урона. Но сейчас, наверное, с 4 тира я все-таки хочу МКБ. Даст скорость атаки и даст 100% попадание. А то мало ли кто-то там соберет себе уклонение, либо что-то еще. БКБшка. Ну, возьмем БКБ, пусть будет. БКБ никогда лишний не будет. Скину с себя всякие контроля, безоруж. Против Дума не поможет, но... Тоже такое. Дело третье, как говорится. Омник идет. На самом деле, мне нет смысла здесь омников 3 звезды собирать. Из-за того, что у нас сейчас жесткая конкуренция на берсерка, он тупо не идет. Может сролить эти предметы. Может ауру сейчас закинуть вообще в омника, а себе мифриловый доспех вернуть. Тайт может как бы помочь в 3 звезды. Красивый у него берсерк, там красивый. Тайт может помочь в 3 звезды. Это все-таки стан на 5 секунд. Но тоже там у него берсерк с перерождением. Поэтому, ну, с бессмертием. Поэтому не особо это будет профитно, как по мне. Так, типок вылетел, хорошо. Думчик есть, отлично. Омник идет. Яйцо. Палку мне так не хочется скипать. Ладно, скипаем. Маска. Ну, естественно, маску берем. Маску закидываем берсерка. Хотя, знаете как? Можешь ауру перекинуть в другого героя, а себе палку оставить. Поэтому ауру... Или оставить пока что ауру, пусть будет. То мало ли кто-то умрет и минус 35% скорости атаки все-таки. Хотя ладно, пусть в омнике полежит. И омника как-то сюда поставлю. Думаю, норм. Так, у меня сейчас 17 стаков на посохе. Стан пошел. Прикиньте, его омник закастил и скинул дебаф тайдухи на стан. Сильно. Жить! Блин, у меня походу снесет. Ну нет. Синергия рыцарей, не работай. Ля, вы прикиньте, сколько раз у него синергия рыцарей только что сработала. Охренеть. Что вы понимали, что только что произошло и почему я проиграл? У него синергия рыцарей несколько раз сработала на берсерка. И я тупо не мог нормальному урона внести. Вот это да. Так, ну там лешего уже спокойно выношу. Самое главное, чтобы он не нашел себе берсерка в 3 звезды. Если он найдет себе берсерка в 3 звезды, я думаю, я здесь проиграл. Мне берсерк до сих пор не идет. Дефицит берсерков.
Да, ну ты вообще изи выношу. Забей тупо. Урона миллиард. Бэмс. Опа. Дум в лешего. И все. Имба Дум. Так, Дум идет. Нормально. Огр идет. Огр еще один идет. Ну, по сути, от Омников 3 звезды у меня нет никакого прока. Правильно же? Да иди ты в сраку, дай мне... Ладно, агоним так агоним. Пусть будет. Ладно, от Омников мне реально нет смысла. У него маска 5-го тира не работает. Он еще и блинк засунул. Ну вот агоним в принципе пригодится сейчас. Не бесполезный предмет. Пока что. Пока что у меня берсерк не в 3 звезды, агоним не бесполезный предмет, потому что урона у меня повысилось только что намного. Плюс частота срабатывания топоров намного выше. Ля? Просто снес его. Это будет битва века. Ну дай мне, пожалуйста, берсерка. Ну, пожалуйста. Я же так многого прошу. Ну ладно, спасибо за Зевса. Тоже пойдет. Мне кажется, я Тайда быстрее в 3 звезды бы собрал. Ну, маску 5-го тира надо переролить на что-то другое. У него уже там 2 яйца пришло. Печалька. Но он на самом деле меня жестко контрпикает со своими рыцарями, плюс омником. Он мне жестко урон режет. Но это пока не помогает. Но идет наследие. Будет не печально, скорее всего. Барабанчик выпал. Возьму деньги. Просто деньги. Мне, кстати, в комментариях писали, типа, Саня, не забывай за деньги брать. Если тебе никакая реликвия не нужна, и ты чувствуешь, что игра закончится, и наконец-то берсерк пришел, то бери деньги. Ну, все-таки 10-15 монет может выпасть. Лишними явно не будет. Я с ним полностью согласен. Так, Огр, извини. Огр, ты, конечно, классный. Когда-нибудь тебя в следующий раз соберу. Так, что у тебя? Башер, Мамора. Тоже берсерка закинет. Башер это, конечно, плохо. Но по факту мне БКБ здесь не надо. Поэтому БКБ ролим. Вот видите, отказываюсь от БКБшки. Есть рапира, но я, если честно, сыкую брать рапиру, потому... Опять маска. Ты серьезно? Ну ты угораешь надо мной. Просто игра сегодня. Сколько ты мне еще дублирующихся предметов закинешь? А тип, кстати, наследие духа огня нашел. Для меня плохо. Все, он меня снес. Да? Или нет? Сейчас посмотрим, что сильнее, чистый урон от берсерка или мой магический. Ладно, мой магический сильнее все-таки. Хорошо. Еще яйцо падает. Ну дай мне берсерка еще одного, ну пожалуйста. Всего лишь одного, я не прошу 2, 3, дай одного. Как же игра меня не любит. А на Зевса на сдачу сделаю 2 звезды. Все-таки по нему больше урона буду наносить, когда буду выигрывать. И быстрее он отлетит. Я, если что, не стал в уровень идти. Ну, в этом нет никакого смысла. Лучше попытаться найти себе берсерка в 3 звезды. А Аганим я уже перекинул в Зевса того же самого. Хорошо. На самом деле ему маска мешает. Ему эта маска вообще не нужна. Лучше бы он маску там переролил. Я не знаю, что там он переролил, конечно, но маска ему точно не нужна. У него еще 60 монет, он может спокойно сролиться. Опять яйцо идет. Да ты угораешь надо мной сегодня.
Ну, получается, магический берсерк намного мощнее, чем берсерк с чистым уроном. Но я думаю, если бы он там себе ту же самую рапиру нашел вместо маски, это было бы намного серьезнее. Все-таки у него 2 предмета на подсейв. Бэмс. 3 раза только что ульт Омника полетел. Зев 22 хп. Уф! Криты нашел. Ого! Нормально он мне так продамажил. Опять тайт идет. Ни одного берсерка надо, а не тайт. Ты понимаешь? Один берсерк, не тайт. Там тоже, кстати, полностью сролился. Ух. Серьезная у нас дуэль. Надо Зевса перекинуть будет сейчас немножко вправо. Контроль. Хорошо. О, еще раз закастил тайт. Чисто стан тайда только что нормально так порешал. Как же он критует больно. А ну, снеси его давай. Хорошо. Просто за топоры снес бабку. Бэмс. Бэмс. Ну... Прикиньте. Ему не хватает одного яйца, чтобы сделать берсерка в 3 звезды. Я надеюсь, она ему не выпадет. Потому что если он сделает берсерка в 3 звезды, мне шторба будет. Надо бессмертие поискать будет. Четыре морских поставил. 6 рыцарей, 4 тролля, 4 морских. Поможет ему, конечно, это. Верю. Напомню, что морские не работают на тычку. Не работают. Они работают только на способности. Ладно, яйцо, короче, апнул. Сейчас посмотрим. Это, скорее всего, будет у нас последний раунд между друг другом. Поэтому я, наверное, яйцо просто закинул в тайдуху. И все. Взгляд Азеса выпал. Спасибо. Ну, конечно, не надо, но мне... Драконий рог, кстати. Возьмем. Тайдуху. Бэмс. А у меня берсерк не апнулся. Это боль. Ну из плюсов чел там тоже себе не нашел. Берсерка. Это единственный плюс, который меня радует. Тайдуха, не подведи. Пум. Пум. Я же говорю, огр имба. Просто 2 раза только что закастил мой огр. Ой, огр. Тайт, станчик. И это слишком сильно зарешало. Это очень зарешало. Все, пока. Я его вынес. Бывает. Бывает. Ну, это жесткая игра, конечно, была. Ему одного яйца не хватило для того, чтобы сделать себе берсерка в 3 звезды. Жесть, конечно. Ну, чел на лешем, не знаю, ему лучше, наверное, было бы с такими предметами закерить все-таки своего Зевса и найти пару активных предметов по типу обезоружия, цепочки. Я думаю, он бы нас снес. А ошибка этого типа это то, что он закинул себе зачем-то маску 5-го тира и не переролил ее до сих пор. Ребят, кто вдруг не знает, то маска 5-го тира не работает на чистый урон. Ну, это вдруг кто не знает. Но я думаю, все прекрасно все это знают. Ну, на всякий случай скажу.
Ну, получилась игра очень красивая. Такая, знаете, конкурентная, прям в конце дрались, прям... Но все-таки получается, что магический берсерк намного сильнее, чем берсерк с чистым уроном. Но я думаю, это все ситуативно все-таки. Если бы у него Омник в 3 звезды там собрался, то у меня бы вообще урона было, как кот наплакал. Но из плюсов у меня был тайт, плюс контроль. Ну, вот как-то такая игра. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудь поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор на меня не подписан. Подписывайся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр. И всем удачи.